Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, и сегодня у меня новый лайф-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной, приятного вам просмотра. Ну, я свое утро начинаю с кофе, ну и завтрака. Приехали с подружкой в Леруа Мерлен, и сейчас идем в Глобус. В Леруа нам не понравилось. Возвращаемся с покупками домой. Кое-что купили. Видимо, спешили домой застрять в лифте. Вот у меня это впервые. Я уже дома. Мы с подружкой ездили в магазин «Глобус», никогда там не были. Уже карту завела. Получилось, что уже ощутимо бонусов там прибавилось. В принципе, ездили только посмотреть, но, конечно, вернулись с покупками. Подружка много накупила, ну и я кое-что взяла. Взяла чай Тесс. Здесь гибискус, розовый перец и земляника, ну, с ароматом земляники. Мне, в принципе, розовый перец заинтересовал, но и гибискус я люблю. Я только не посмотрела, что это чай в пакетиках, но, в принципе, ничего страшного. Пахнет очень вкусно, и чай Тесс мне нравится. Потом я собиралась чуть позже, в феврале, брать сидр. Мне потребуется мистер Лис. Он мне очень нравится вот в такой бутылке. И в Ашане он, кстати, стоит 129 рублей, а здесь 90, поэтому взяла заранее. И еще говяжья мясная облизь. Ну, честно говоря, я очень рада, что взяла этот кусок. Пусть лежит, я его сейчас только разделаю на небольшие фрагменты, потому что здесь есть и косточка, и облизь неплохая. Короче, классно. И стоит такая облизь 79,90 за килограмм, у меня на 138,23. Вообще цены там очень классные. И огромные выборы. Я там нашла, например, отбеливатель антипетин, там Золушка и полироль. В общем, много чего нашла. Здорово. Это порадовало. Смотрю фильм и раскрашиваю. Сейчас я разделываю вот этот кусочек. Мясо здесь косточка и само мясо я разделала. Сейчас вот этот кусок тоже поделю пополам. Это сразу пойдет в заморозку в отдельные пакеты, а мясо я разложу на разделочную доску и заморожу по кусочкам. А уже потом положу в отдельный пакет, чтобы все это одним комком не заморозилось, чтобы было удобно доставать. Хотя, в принципе, можно, скажем так, просто взять вот эту кучку, разделить, там, допустим, на две. Ну, скорее всего, на две. Но, честно скажу, что-то мне это как-то сейчас не очень нравится. Мне больше нравится, когда, чтобы каждый кусочек был отдельно. Так вообще лучше. Ну, как-то, не знаю. Разрезала, получилось даже на 3 пакета. И вот здесь я разложила кусочки мяса. Ну, просто действительно это удобнее использовать, когда все не единым кусочком. Вот сейчас у меня в морозилке рыба, я ее достану и как раз положу мясо, а рыбу уберу в какой-нибудь пакет. Вот так вот каждая рыбка по отдельности лежит. Остальное сразу положила в 4 пакета и заморожу. Вообще, я бы, если честно, отдала бы это собачкам каким-нибудь бездомным, но, по счастью, в нашем районе я их не вижу. И вообще редко каких собачек вижу. Наверное, я спрошу у женщины из соседнего подъезда пожилой, когда буду ей звонить, как раз надо бы, если вот она в курсе. Соответственно, если есть какие-то собачки, то я бы это отдала, потому что, ну, тут вот одна косточка там, такая основательная, которая подходит на суп, а еще там как раз кусочки больше для зверюшек подошли бы. Я сходила в магазин, купила яблоки, уже попробовала, вот эти очень вкусные. Ну, честно, я бы купила 1,5 килограмма, но вот как назло, вот эти яблоки, когда нужно мало яблок, продают по 2 килограмма с лишним. Когда я допускаю, что мне нужно побольше, когда, ну, допустим,
поесть и еще что-то испечь. 200 кг. Ну ладно, мне этого хватит. Хорошие яблоки, 61 рубль за килограмм. Также я купила мед. Вообще, как вы знаете, я люблю мед Абрика покупать в магазине Верный. Он, как по мне, очень хорошего качества, достойного. Но дело... И, кстати говоря, сейчас там акция стоит 44 рубля. И вот, кстати, сейчас расскажу. В общем, мне не хотелось идти в Верный, и я купила в пятерочке, потому что, по сути, 49 рублей. Но вы понимаете, разница невелика, чтобы специально идти. И еще я купила мороженку, кофе. Но дело в том, что пришла я домой, вытащила фарш, буду делать пельмени, разморозиться вытащила, и поняла, что у меня нет этого, как называется, чеснок. Так что придется идти. А я сегодня, я же очень люблю гулять и много гуляю, но когда я вернулась из Питера, вот честно, я только сегодня 4-й раз из дома вышла. Мне настолько стало лениво почему-то. Ну, когда я пошла забирать свой заказ в Wildberries, вот в пятерочку зашла, я даже подумала, что надо бы прогуляться, ну, как-то, не знаю. Ну, в общем, сейчас я все же решила, пойду, я в парк погуляю. Уже заодно. Ну, а там буду и мимо Верного проходить, могла бы и зайти, ну ладно, купила и этот мед. В принципе, на выпечку он нормально. И, наверное, я еще возьму, может быть, один апельсинчик. На Wildberries я заходила в общем, тушь для ресниц покупала. Тушь недорогая, кисточка силиконовая, стоит тушь 81 рубль. Отзывы были очень хорошие. Ну, я пока могу сказать, что, ну, вот упаковка пришла помятая, но я брала себе, это ерунда. Тюбик хороший, кисточка мне понравилась. И, в принципе, ну, как бы нормальная, свеженькая тушь. Я полностью пока не проверяла, ничего сказать не могу, потому что я уже накрашена, и я этой тушью накрасилась поверх. Поэтому, ну, мне кажется, вроде удлиняет и все в порядке. Но как она еще будет по стойкости? Она не водостойкая. Я водостойкую тушь не люблю, но при этом мне важно, чтобы дождь, снег и все это выдерживало. Тушь от Faberlic выдерживает. Я ей пользовалась много лет, но сейчас мне стало просто ломать делать там заказы. Косметика и вообще продукция у них суперская, но, понимаете, как бы... Меня бесит набирать на какую-то, пусть небольшую, минимальную сумму. Вернее, даже не то, что бесит, а сколько раз было. Вроде, вот она сумма, но от силы там может какой-то добить заказ каким-нибудь там куском мыла или гелем для душа. Ерунда, да? Но ты понимаешь, хватаешься, одного нет в наличии, другого, третьего нет в наличии. Это очень задалбывает. Можно было бы наплевать на скидку представителя и заказать на меньшую сумму, потеряв скидку, но доставка-то тоже будет платная. На Wildberries, если Faberlic заказывать, там ценник совершенно неадекватный. Я понимаю, что продавцы не могут даже по ценам каталога продавать, им самим ничего не останется, потому что все-таки, ну, как бы это Wildberries, да, но не такая же наценка. Во много раз, ну, как бы тоже неадекватно. Искать консультанта какого-то я не хочу, то есть меня бы устроило купить без скидки, но вот это договариваться, то есть я человек общительный, легко схожусь с людьми, но я не хочу вмешивать в этот процесс человеческий фактор, поэтому я решила пока что взять себе вот эту тушь. Потом, когда мне еще что-то побольше потребуется в Faberlic, у меня просто большие запасы, тогда да, я сделаю заказ, а сейчас я не хочу с этим заморачиваться. В общем, я расскажу как-нибудь в одном из влогов, как мне эта тушь хорошая, нехорошая, посмотрим. Ладно, я сейчас тогда буду собираться, заварю чай и пойду в парк. Просто эта зима какая-то странная выдалась. Знаете, да, я не люблю сильные морозы, но эта зима реально бестолковая. То есть, ну, если просто было бы тепло, то окей. А то ледяной дождь, то лед, то воды по колено. Ну, как бы. И при этом, знаете, такая температура в эти моменты держится, ну, как бы не очень классная, приятная. Но я уже решила ничего не ждать, пойду погуляю.
Я иду гулять в парк. Тут вот стройка довольно быстро идет. Еще были видео, где я тут просто спокойно ходила, сокращала путь. Тут была конечная автобусная. Конечно, поздновато я уже иду, но с другой стороны, воскресенье. Люди наверняка будут. А потом главное не забыть зайти в Пятерочку или Верный и купить чеснок. К этому моменту уже растает фарш. И можно будет сделать, а завтра налепить пельмешек. Мне просто нравится, чтобы все это пропиталось специями. Подхожу к парку уже. Сейчас перейду дорогу. Вошла в парк. Ну, в общем-то, тоже довольно печально. Хотя, парк Ходынское поле, который мне нравится, он, конечно, более молодой, открытый. И там сейчас как-то совсем везде песок лежит и так далее. Как-то лед. А тут, видите, больше снега. Ну, собственно, это такой полноценный парк. Короче, сейчас буду гулять. Конечно, тут аллея такая летом. Прям темная-темная. Деревья огромные. Я взяла с собой чай, который купила вчера. Там с каркаде, с розовым перцем. Так что, надеюсь, прогулка будет хорошая. Ну, рядом со мной прям парк, музей-усадьба Кускова, но, честно, я там даже сейчас после реставрации не очень люблю гулять. Он красивый, но не знаю. Это я еще не видела. Выхожу из парка, честно говоря, попробую я сюда как-нибудь еще раз сходить. Что-то я не прониклась. Мы когда с другом гуляли, как-то мне одна аллейка понравилась. А сейчас я даже не поняла, где она. Нет, в смысле, я здесь ориентируюсь, но я четко понимаю, где она должна быть. Короче. И, в принципе, мне здесь не понравилось. Вот, например, только что стояли два алкаша у меня, что-то пытались спросить. Это вообще кошмар. Я считаю, что как их вообще в парк впустили, этих алкоголиков. На Ходынке такого, в принципе, нет. Пока я гуляла, мясо замерзло. Ну вот как-то так. Купила полотенца бумажные сейчас. Снимаю этикетку, из туалетной бумаги и сразу ее поставлю в туалет. У меня там на полочке сразу несколько рулонов помещаются. Предпочитаю сразу снимать упаковку, чтобы потом с этим не заморачиваться. Так, и тут, чтобы место меньше занимало. Это тоже все в мусорку. В пустышке складывать не буду, так как постоянно покупаю, то эти полотенца, они хорошие, бумага тоже хорошая, в общем-то, все и так это знают. По крайней мере, мне нравится. За такую прическу, прошу прощения. Так, это чеснок приобрела наконец-то. Хочу сразу все это разделить на запчасти, скажем так. Опять же, для удобства.
чтобы потом было проще. Отложу несколько штук сейчас, так как буду готовить там фарш, тому подобное. Нравится мне, когда тут все зелененькое, ножик и так далее. Ну и складываю в контейнер, тоже для хранения, для удобства. И в холодильник. Ну а сейчас буду делать фарш. Ну, точнее, заправлять его специями. Перекладываю в пиалу. Так, вот эта бумажка, которую надо снять. Перемешаю все как следует. И, соответственно, добавлю чеснок и специи. Соль. Я, как водится, считаю калории. Ну, так интереснее. И в любом случае всегда надо это, я считаю, контролировать. Потому что иногда даже маленький кусочек, который, казалось бы, ничего не весит, на самом деле весьма калорийный. Я еще добавила перец, ну и сейчас, соответственно, чеснок выдавливаю. Насчет калорий это действительно так. И иногда бывает, человек может говорить, что он, собственно, ничего особо такого за день не ел. А если начать считать, там маленький кусочек, там маленький глоточек, и все это адски калорийное, и запросто можно переборщить. Так что сейчас я предпочитаю все рецепты просчитывать, как вы знаете. Это очень хорошо. Конечно, у меня и так большая нагрузка, все дела, но контроль не помешает никогда. Так, и теперь травы: петрушка, укроп, базилик. Я использую сушеные травы, в общем-то это удобно. Все уже готово. И специи у меня от марки «Каждый день» в основном из Ашана. Они стоят недорого, но довольно качественные. Пользуюсь не первый год и нареканий нет. Был один раз случай с базиликом, но, видимо, неудачная партия, но сейчас все наладилось. И еще у меня приправа для курицы. Это куриный фарш, ну и немножечко я добавлю для дополнительного вкуса. Так, решила эту пиалу помыть. Ну да, лишняя посуда будет, конечно, но мне удобно, чтобы до завтра фарш настоялся вот под крышкой, все дела, поэтому сейчас я эту пиалу помою. Ну, не хочу, чтобы она в холодильнике стояла такая вот грязная, неприглядная, да и потом по краям все засохнет. Лучше сразу. Мне так удобно. Пусть я лучше лишнюю пиалку помою. Все, перекладываю и в холодильник положу. Эти пиалы удобные, разных размеров у меня набор такой. Когда-то маме дарила на какой-то праздник. И с крышками, ну и сейчас такие продаются, естественно. И завтра мыть удобнее. Так, ну а эту пиалу прямо сейчас помою. И остальную посуду. Чтоб не лежала, не копилась. Ну, бывают такие дни, что я могу до вечера дотерпеть и на ночь помыть, но это обязательно. Но в основном сразу протереть, хотя еще не раз воспользуюсь, но тоже, чтобы все было сухо. И насвинячила, поэтому вертикальный пылесос тут в помощь. Он у меня всегда здесь стоит, я только им тут пользуюсь. Сейчас буду собираться на Wildberries. Собственно, можно даже и не краситься, но как-то я не очень сегодня в форме, поэтому иногда я выхожу не накрашенная, но сегодня я бы предпочла нанести тональный крем, тому подобное. На Wildberries забрала шампунь. Не знаю, надеюсь, конечно, он меня не разочарует. Просто
обычно я пользуюсь чистой линией, мне этот шампунь подходит. И, например, чистая линия в этот раз на Wildberries в таком же объеме было там 106, что ли, рублей. То есть прям очень дешево. И я сначала хотела приобрести, а потом подумала, что ну что-нибудь новенькое охота. И как раз еще банан увидела. Хотя я не люблю, знаете, менять какой-то уход, если он мне подходит. Я уже об этом говорила. Вот, кстати, классно, вот здесь вот заклеено скотчем. Ну, чтобы, видимо, не открылось. Это вообще классно. Так, сейчас такая упаковочка. Сейчас посмотрим, что за аромат. Ну, аромат приятный, конечно, но не могу сказать, что это прям банан. Не, ну может быть. Не, ну знаете, бананчик, конечно. Но не такой, как, например, вот это вот в Фаберлик, в Летуаль, вот эти серии. То, что у меня в запасе как стоит, вот эти все ароматики. Ну, у меня там жидкое мыло, гель для душа. Ну ладно, буду пользоваться. Хотелось бы, чтобы он хотя бы пенился нормально. Что тут написано? Для всех типов волос. Мягкий шампунь для ежедневного использования. Питает, успокаивает. Ну, посмотрим. Он стоил чуть-чуть подороже. Лаборатория Helix Cosmetics, Краснодарский край, город Краснодар. Ну ладно. Я им сейчас для прикола пойду руки помою. Руки помыла, ну, 2 раза причем. Могу сказать, что, ну, пенообразования какого-то бешеного не дает. Ладно, в любом случае использую, как бы не проблема. Но, наверное, я все же права. Если есть какой-то там шампунь, какой-то косметический продукт, который подходит, лучше пользоваться им. Тем более, что я от шампуня не жду ничего, кроме очищения. Вот. Поэтому я даже не боюсь, что у меня там к чистой линии волосы привыкнут. Не знаю. Мне нормально. Лишь бы хорошо пенился, желательно с первого раза. Я не люблю на помывку головы тратить кучу времени. Я сейчас снимала видео о косметике на месяц, и сейчас уже, когда все продукты стала раскладывать по местам, вспомнила, что не показала кусковое мыло. Ну, косметичка на месяц выйдет. Я не знаю, может быть, она и сегодня выйдет, или завтра, или 1 числа. Но суть в том, что, короче говоря, вот такое взяла Фаберлик для крем, увлажняющее, с молочными протеинами, с кокосовым молочком. Поставила варить суп. У меня будет суп с яйцом, давно не делала. И обжариваю булгур. Вообще я не люблю масло добавлять в пищу, но я этот булгур делаю впервые, поэтому все-таки хочу сделать так, как положено, а там посмотрим. Вот. Нужно 4 минуты обжарить, потому что многие пишут, что его замачивать надо, но на деле я никогда не замачивала, но я покупала, кстати, более дорогой. Это вот в Семишагове брали, причем как-то так, спонтанно. И на упаковке всегда было написано, что нужно именно обжаривать. Так более правильно, он отдает вот этот ореховый аромат. Сейчас я обжариваю лук, морковку.
чеснок даже сюда добавила и обжариваю на совсем просто минимальном количестве кокосового масла. В процессе добавила фарш, помидор, кабачки, немного горчицы. Сейчас я еще добавлю специй. А булгур обжаренный, пока я его в пиалку. Он такой прям классный. И аромат у него, правда, ореховый. Яйцо я взболтала и тоненькой струйкой сюда вылила. Так что буквально несколько минут, и суп будет готов. Ну, его идеально, конечно, со сметаной. Так, здесь я все выключила. Сейчас вот жидкость я солью в пиалу и добавлю ее за несколько минут до того, как приготовлю блюдо. И сюда добавлю булгур, воду. Булгур готов. Он просто потрясающе пахнет орехами. Получилось классно. Вообще я довольна. Попрошу любимого, чтобы он мне еще привез упаковочку булгура. Так что имейте в виду, кто живет в Питере, в Семишагове, очень дешевый, хороший. Так, и суп. Вот это блюдо 122 калории на 100 грамм у меня получилось, а здесь 33 калории на 100 грамм. Теперь нужно немножко прибраться. Насвинячила. У меня кофе варится, кстати, собачью миску я пока так и никуда не стала убирать. Вот, ну, это все я вечером в холодильник уберу. Пусть пока. Ну-ка. Прикольно. Пар. Мне очень нравится. Надо, кстати, сейчас пообедать. Сейчас я заварю себе чай и потом буду делать тесто на печенье. В целом я все помыла, теперь буду делать яблочное пюре. Честно говоря, я его делала, наверное, в школе на уроке труда, когда нас готовить учили. Вообще уроки труда я как-то так с содроганием вспоминаю, в том плане, что там просто была пустая трата времени, или я что-то умела, или впоследствии научилась делать лучше, и еще были какие-то вообще бесполезные вещи, ни о чем просто. Но это, наверное, от преподавателя зависит. Я, видите, вместо специального приспособления, которое у меня есть, почему-то ножом убираю серединку. Еще у меня есть гаджет, который чистит яблоки. Но я взяла икеевский нож. Он тоже, в общем-то, очень удобный, которым я чищу картошку. Но вот яблоки там такая, я показывала, такая штука. Насаживается яблоко, крутится ручка и буквально моментально практически чистится яблоко. Ну, не знаю, вот я так сделала. Я просто редко пользуюсь из-за того, что обычно яблоки не чищу, но здесь пюре. Ну и, конечно, взвешиваю, считаю калории, как водится. Делаю имбирное печенье. Это жидкая часть, это сухая. Сейчас буду соединять. Теперь перемешиваю тесто. Сначала миксером, потом силиконовой лопаткой. И сейчас уже руками, когда оно стало более густое. И на час в холодильник. Яблоки я помяла толкушкой, хотя у меня есть погружной блендер, ну и все такое. А потом протерла через сито, чтобы прям пюрешка такая нежная получилась. Ну а теперь раскатываю тесто и буду делать печеньки. На самом деле многие советуют между двух листов пергамента, но у меня поверхность стола достаточно удобная для раскатывания теста, поэтому проблем не возникает. Единственное, я люблю небольшими фрагментами теста раскатывать. Мне не нравится брать большие куски теста. Ну, я уже как-то привыкла так. Ну, а по качеству печенье абсолютно такое же. Ну, видимо, кому как удобно. Потому что на другой поверхности я пробовала как-то печь. Там прям не очень. У меня просто поверхность гладкая, тесто не прилипает. И
поверхность настолько ровная, что как бы не деформируется ничего. И, соответственно, когда печеньку я лопаткой поддеваю, оно не рвется. Ну, бывает, но это очень редко. А формочки, у меня их очень много, но мне нравится вот именно это сердечко этого размера. Как-то печеньки прям вот идеально получаются. Ну, тоже кому как, видимо. Ну, вот. Для меня имбирное печенье оказалось именно с этой формочкой. Наиболее подходящее. Делаю яблочный десерт. Здесь пюре и желатин. И это нужно взбивать 20 минут. У меня 3 миксера, я их все задействовала, чтобы ни один не напрягать. И как следует вымесить до нужной консистенции. Такое вот классное лакомство получилось, реально очень вкусное, но оно, правда, знаете, прям такое, ну да, как желейное. Очень прикольно. Села завтракать. Ну, кашу я уже поела, сейчас пью кофе и как раз-таки яблочное вот это лакомство, не знаю, как это назвать, зефир, пастила или еще что-то, ну, в общем, просто как желе это сложно назвать, так как, ну, видите, текстуру. У меня вообще было много планов всяких разных, но я думаю, что я их сегодня сокращу и, может быть, даже пойду погуляю. Ну, такой сегодня, знаете, день какой-то такой. Ну, я думаю, что он будет хороший, потому что сейчас только утро, и надо настраиваться на позитив. Да и, в принципе, все хорошо, но за исключением просто такой печальной даты. Ну, сегодня просто годовщина смерти папы, 12 лет, как его не стало. Написала его коллега, моя преподавательница. Вот. Честно говоря, я рада, что она мне написала, потому что она мне не писала где-то год, и вообще тут пару дней назад вышла какая-то неразбериха. Вот. Но в пятницу у меня тут вообще был такой день, как, ну, как день, вечер. Я вечером позвонила другой своей преподавательнице, а там мы с ней поговорили, но там, короче, в общем, тяжелый такой момент. Я потом повесила трубку, когда мы поговорили. Я, честно, уже поздно было, и я не знаю, то есть, может быть, так бы я как-то погуляла, более это спокойно перенесла, а тут я не знала уже, что мне пинать, бить и так далее. Вот. У меня был внутри настолько холод такой от таких новостей. Ну, в субботу чуть-чуть получше, потом сейчас я взяла себя в руки, сейчас я уже стала думать, как бы все, может быть, как-то помочь, может быть, еще что-то, потому что для меня это не просто преподавательница, она для меня как бабушка. Просто получилось так, что обычно мы постоянно перезваниваемся, но, правда, последнее время она как-то, я от городского отказалась телефона, а мобильный она что-то постоянно теряла, ну, человек в возрасте же. Но потом, крайний раз, она его записала, и вот этой преподавательнице отдала. А тут вот эти события все, одно на другое, то у любимого мама, то у меня ушастик, то еще вот нескончаемый какой-то поток. И, в общем, да. Но я считаю, что я
Да, у меня тут еще и с одной из учениц момент. Короче, я считаю, что всем, а это все мои близкие люди, потому что мои ученики это тоже мои близкие люди, потому что ну, как бы они ко мне ходят по много лет, мы дружим, я за всех переживаю, за меня переживают. Если что-то случается, всегда друг друга поддерживаем. Поэтому я так. Ну, понятное дело, что первые дни, эмоции, еще что-то, но мы все живые люди, да. Но сейчас я для себя поняла, что им всем нужна позитивная и посылающая им именно позитив. И надеюсь, вообще все будет классно. Просеиваю муку, буду делать пельмени, наконец-то. Дошли до них руки. Раскатываю тесто, не смотрите, что там вкрапление, это фарш, потому что я уже некоторое количество пельменей сделала, это то тесто, которое я вот на форме по кругу сняла, ну и, соответственно, фарш там попадается, ну это нормально. Я здесь также придерживаюсь правила не раскатывать слишком большие куски, как-то не стараюсь прям, знаете, сделать круглый кусок теста, ну, как по мне, это не так важно. Пельмени все равно будут аккуратные, чисто по форме. Кстати говоря, форма эта современная, покупала в Ашане, и, конечно, она отличается от советской. Первую форму я купила там же пластиковую, это вообще ужас, отвезла в Питер. А в Питере есть советская, она отличается тем, что там более высокие ножки, и при одинаковом диаметре пельмени получаются с большим количеством фарша, туда можно положить. А я именно люблю, чтобы было больше фарша и мало теста. То есть меньше как бы калорий, больше пользы, что называется. А здесь ножки маленькие, соответственно, начинки помещается меньше. Это, конечно, то еще удовольствие. И из той формы вообще пельмени выпадают гораздо удобнее, чем здесь. Хотя у меня есть одна советская форма, но она не по другому принципу немножко. Хотя у меня есть еще и пистолет для пельменей, и еще какие-то там складные формочки. Много всего. Ну вот, как-то я вот эти круглые люблю больше, но, видимо, надо, может быть, здесь тоже озадачиться советской формой. Купить где-нибудь на Авито. Или тут приспособить ее на что-то ставить, как мне кажется. Вот. Здесь вот спокойно. Тесто очень классное получается. Самое простое. Ну, здесь вот я просто растяну его немножко и без проблем. Сверху мукой. И, кстати, да, советская форма, вот я прокатываю сверху скалкой, и прям за один раз все прокатывается. Здесь же, как видите, приходится еще и напрягаться. Она как будто, я не знаю, либо была изначально неровная, либо как-то деформировалась, хотя я не понимаю, это же даже не пластик, ничего такого. Как такое получается, но видите, что приходится неоднократно проходиться скалкой. И еще, более того, как видите, я специально беру поменьше скалку, деревянную. Это, конечно, что-то с чем-то. И так вот помогаю, но от этого хуже не становится, конечно. Выкладываю на икеевскую разделочную эту доску. Удобная она. Ну, я бы, конечно, заменила, но уже теперь не Икея, к сожалению. Ну, в принципе, мне без разницы. Запустила стиральную машину. Пельмени уже замораживаются. Теперь пришло время немножко отдохнуть, расслабиться, пораскрашивать. Сегодня у меня раскраска по номерам новогодняя и маркеры. Я покупаю из этой серии всегда две раскраски, соединяю в одну. Таким образом двусторонние иллюстрации превращаются в одностороннюю. И можно ни в чем себе не отказывать, раскрашивать и маркеры, которые, как известно, протекают. И, в общем, всем чем угодно. Ну, а тут, знаете, такие крупные элементы, а маркеры дают именно ровность, глянцевость такую журнальную. Ну, имеется в виду вот как будто все это напечатано.
И иногда, конечно, это очень приятно пораскрашивать. А серия этих раскрасок здесь добрые иллюстрации, такие из детства, ну, которые дарят и хорошее настроение, позитивные эмоции, уют. В этой серии огромное количество, конечно, раскрасок. Я покупаю не все, но те, которые больше близки к советскому периоду. Не сказать, что я прям какая-то фанатка этого периода, но тем не менее, это же все-таки наше детство, но мое детство вполне было счастливым. Пожаловаться точно не могу. Поэтому вот все, что такое позитивное, доброе, я, конечно, приобретаю. Это космос, мир вокруг нас, Новый год, игрушки. Вот эти, конечно, но космос это вообще потрясающе. Так что такой приятный досуг. Вот сегодня решила не карандаши, а именно маркеры и номерная раскраска. Ну а сейчас я повешу белье и уже буду ложиться спать. Я совершенно спокойно кидаю чистое белье на пол и потом уже оттуда беру и развешиваю, потому что полы у меня чистые. Я их очень хорошо мою, так что можно не переживать. Так что сейчас все повешу и можно будет уже, конечно, ложиться. Умоюсь, нанесу маску. Эта комната, в общем-то, такая спальня, но я ей пользуюсь только когда друг приезжает, ну или когда приезжают гости. Но это еще реже бывает. Пакеты, которые вы видите на гладильной доске, это нитки, хлопок и тому подобное, так как я вяжу, и у меня их уже скопилось достаточное количество. В шкафу, который за моей спиной, там много для творчества, но тут уже не помещается, поэтому я буду что-то с нитками решать. Имеется в виду, надо как-то их размещать. Вот. Вообще, возможно, когда-то я этот шкаф продам, он очень качественный, дубовый, но я хочу, чтобы вся мебель была все-таки современная, может быть, продам и комод. А может быть, нет, перекрашу и оставлю. Икеевский сервант я хочу, наверное, либо в светло-серый цвет перекрасить, потому что он, видите, такой кофейный. Черный стеллаж останется черным, и комод тоже. У меня диван здесь угловой, он серый с черной отделкой, поэтому... Ну и обои здесь серые я делала, занавески, как видите. Ну, на балконе меня ремонт вообще устраивает. Может, туда какие-то картины добавятся. Да, телевизор у меня здесь два, равно как еще один на балконе, и ни один я не смотрю. Вот. Ну, здесь просто один маму устраивал принципиально вот такой вот, плюс ей еще нужен был плоский. Ну, короче, как-то так. Ну, а я не смотрю, но они мне не мешают совершенно. Вот эти носки я на Shein покупала, 5 пар, они внутри с начесом. И прям такие, знаете, популярных цветов, мятные, шафран, бежевые, еще такие какие-то... В общем, еще два цвета, тоже довольно популярные. А эта эко-сумка я у своего друга брала... на время, он говорит, оставь себе, но у меня и своих полно, просто мне нужно было в дорогу, так что я ее постирала, расправлю, я ее скрепляла резинкой, так как, ну, чтобы туда ничего не забивалось, а то, знаете, во время стирки и носки, и все прочее туда попадет, и белье не простирается, и вообще. Ну что ж, это видео я буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Мой инстаграм 3 семерки, рыжие 3 восьмерки. Желаю вам здоровья, всем пока-пока.